Здравствуйте, меня зовут Яна, я соционик. В этом видео я расскажу вам о том, что такое экстраверсия, с примерами из жизни известных людей. Все ссылки на документальные фильмы или статьи про них, их интервью, которые я использовала, будут в описании. Как и в случае с интроверсией, в соционике существует 8 экстравертных типов, и другие признаки, которые им свойственны, вносят свои особенности в проявление экстраверсии. Для этого же видео я составила описание общих существенных свойств экстраверсии и с вами ими поделюсь. В соционике экстраверсия определяется как направленность внимания на внешний мир и окружающих людей. Экстравертам очень сложно сосредоточиться на их внутреннем мире, они его почти не замечают и не придают ему значимости. Когда их спрашивают о нем и о их тонкой душевной организации, то теряются и не знают, что ответить. Вопросы такого толка для них полная неожиданность. Их, наоборот, манит дорога, приключения, они более мобильны, легко срываются с насиженного места, активно знакомятся с новыми людьми, меняют работу, коллективы, быстро адаптируются в новой обстановке. Чем больше новых событий, тем больше воодушевляются, не могут подолгу задерживаться на одном месте. Им становится скучно, и они начинают искать новые приключения и ситуации. Чем чаще и активнее погружаются в окружающий мир, тем лучше себя чувствуют. Втягиваясь в ситуации, экстраверты невольно проявляют инициативу и начинают чувствовать ответственность за все происходящее и окружающих людей, даже за тех, с которыми только познакомились. Делают всегда больше, чем от них требуется и чем сами от себя ожидают. Не боятся проявить личную инициативу, даже когда их об этом никто не просит. И не волнуются о том, что могут перестараться. Наоборот, замечания по поводу их чрезмерной активности воспринимаются как комплимент. О себе же не думают, больше делают для других. Иногда замечают, что распыляются на окружающих, а для них самих почти ничего не остается. Например, Никита Ефремов в своем интервью говорит так. Что я такой слишком много на себя... Типа суперответственный? Да, причем в плохую сторону. То есть все на себя беру, все на себя. Если меня кто-то просит о помощи, я прям в ущерб себе могу помогать человеку. Понимаешь, да, такие какие-то вещи. Откуда это у тебя? Не знаю, такой родился. Синдром хорошего человека? Но такие проявления свойственны каждому экстраверту. И в попытке исправить этот, казалось бы, недостаток, экстраверты стараются отстраняться от людей, заниматься своими делами. Но часто это не получается, им сложно отгородиться от окружающего мира. Экстраверты настроены на создание и изменение отношений, которыми сами управляют и решают, кого подпустить к себе, а кого держать на расстоянии. Терпеть не могут подстраиваться под отношения и обстоятельства. Не ждут, пока их заметят или оценят, а сами легко проявляют инициативу к знакомству, могут даже излишне раскрываться перед малознакомыми людьми. Если интровертам нужно время, чтобы привыкнуть к новым людям, сразу они не могут раскрыться перед ними и стремятся удержаться в уже сложившихся отношениях, не могут их поменять по собственной инициативе, то экстраверты, наоборот, быстро раскрываются, но им сложно удержаться в продолжительных отношениях. Они не настроены на поддержание отношений, воспринимают это как бремя. Быстро теряют интерес и переключаются на новые знакомства. К отношениям, в отличие от интровертов, не привыкают. Если в человеке разочаровались, то легко разрывают с ним отношения и назад не возвращаются. При этом самого человека не перевоспитывают и не терпят, когда их пытаются перевоспитать или переделать. Себя экстраверты воспринимают как объекты среди других объектов, которые наделены определенными качествами. Как в себе, так и в окружающих экстраверты хорошо замечают эти качества и не сомневаются в них, что часто воспринимается как самоуверенность. Не боятся оценивать умения и свои, и окружающих, уверенно говорить о них, открыто их обсуждать.
Если нет кого оценивать, становится скучно. На себя же экстраверты внимание не тянут, не любят чрезмерного внимания к себе и, наоборот, любят уделять внимание другим людям. А когда начинают говорить о них, хвалят, то чувствуют неловкость, считают это неуместным. Например, Никита Ефремов в своем интервью говорит так. У меня вообще такая штука, мне довольно тяжело с комплиментами. У меня какая-то внутри вот идет история такая непонятная. Я не очень хорошо могу принимать благодарность. Например, была премьера, и мне подходят, говорят, там, слушай, как ты круто сыграл, там, или что-то это. У меня внутри, я еще не до конца изучил эту штуку, но вот принять это спокойно, так же спокойно, например, как критику, да, что в идеале, у меня не получается. Олег Табаков в своей автобиографической книге писал, что с трудом выносит комплименты в свой адрес. И в молодости в подобных случаях он либо начинал усиленно рассматривать пол, либо всячески пытался сдобрить иронией приторность хвалебных речей. В своих словах и действиях экстраверты очень прямолинейны. Говорят, что думают. Не боятся пойти наперекор общественному мнению, высказать свою точку зрения, открыто вступить в конфликт, противостоять чужому мнению, навязать свою линию. Им важнее правда, чем сохранение отношений. Они стараются сразу выговориться, всем рассказывают о сложившейся ситуации, а потом переживают, зачем они это все сказали, лучше бы промолчали. Яркий пример такой прямолинейности – Ален Делон. В своих интервью он говорит о том, что люди редко его понимали, а он особо и не интересовался мнением других о себе. Его мало беспокоило, что о нем подумают окружающие. Он признается, что у него всегда был непростой характер. Он рос без матери, взбалмошным ребенком, потом оказался трудным подростком. Его 6 раз выгоняли из начальной школы, а из 3 лет службы в армии он 11 месяцев провел под арестом, драил полы и занимался погрузкой риса. Его часто недолюбливали, потому что он говорил вслух то, о чем другие предпочитали помалкивать, и вообще никогда не умел держать язык за зубами. Лукино Висконти, итальянский режиссер, считал, что актеры похожи на породистых лошадей, но Ален Делон намного капризнее и меньше поддается дрессировке. А знал бы Ален Делон о своем социотипе, то понимал бы, почему так реагирует, так воспринимает мир и себя в нем. И самое главное, кому такие проявления нужны, какие люди его должны были окружать, чтобы он получал нужный отклик и чувствовал ценность своих качеств. А так, получается, у него было искаженное восприятие своих типных свойств, которое проявлялось в негативной оценке себя. Трудный подросток, взбалмошный ребенок, часто недолюбливали и так далее. Как логико-сенсорный экстраверт, он подсознательно хотел, чтобы другой человек поддерживал отношения, заботился о них. Ему нужен был такой человек, который смог бы без слов догадаться о его эмоциональном состоянии, выслушать его, в нужный момент промолчать, побыть рядом, посочувствовать, создать теплую душевную атмосферу. Тот человек, который умел бы прощать, проявлять терпимость, подсказывал бы ему о сути людей, какие чувства они к нему питают, чего от них ожидать в будущем. Уберегал бы от тех, которые используют его время, открытость, доверчивость, который смог бы смягчить его холодность, прямолинейность, дал бы понять, что отношения и чувства между людьми тоже играют очень важную роль, и не нужно рубить с плеча и делать поспешные выводы. А он бы со своей стороны заботился о комфорте, уюте, физических удовольствиях, физических потребностях. Например, не перетрудиться, вовремя отдохнуть, отстоять свою территорию, дистанцию, потребности, высказаться как есть. Но такое взаимодействие возможно только с его дополняющим, этико-интуитивным интровертом. А его окружали в большинстве своем недополняющие. И этот недостаток дуальности он восполнил чем? Собаками. Как он сам говорил, от собак нельзя ожидать предательства.
А для Штирлица очень важны верность и эмоциональный отклик, которые у собак ярко демонстрируются. Собаки привязаны к хозяину, сохраняют ему верность. И это давало Алену Делону чувство стабильности в отношениях. Но он такие свойства не продуцировал. И другие люди, и он тоже, замечали, что он не заботится об отношениях, порой их полностью игнорирует, может нагрубить, не задумывается о том, как его слова и действия повлияют на отношения, болезненно реагирует на попытки его перевоспитать или переделать. Возьмем еще один пример. Николай Цискоридзе. Можно вспомнить его ситуацию с Большим театром, когда он открыто выразил недовольство реставрацией. Подробно об этой ситуации я рассказывать не буду, но в описании вы найдете ссылку на интервью Николая Цискоридзе, в котором эта ситуация более подробно обсуждается. Для нас же, для понимания того, как проявляется экстраверсия, здесь важны два момента. Во-первых, то, что он не промолчал, не подстроился. Он говорил смело, открыто, не боялся осуждения. А во-вторых, то, что он проявил личную инициативу, спровоцировал события. Потом в 2012 году разные культурные деятели написали коллективное письмо президенту России с просьбой отставки главы Большого театра и назначения на эту должность Цискоридзе. Почему твоя кандидатура у них возникла? Человек имеет все образования, с мозгами, может это делать, знает оперу не понаслышке, не усыпает на ней. К балету имеет отношение. Уже к этому моменту я 10 лет был педагогом-репетитором Большого театра, постоянно параллельно с тем, что я был артистом, и так далее, и так далее. Вот прозвучало это предложение. Как ты себя вел? Хорошо, Никак. пишите. Я сказал, да, хорошо, я с удовольствием. А что в этом такого? Все, кто понимает в искусстве, понимал, что у меня все получится. Заметьте, что он, как экстраверт, сам оценивает свои качества, уверен в них, проявляет активность, готов взять на себя ответственность. И именно из таких качеств экстраверты невольно становятся ведущими в группе, лидерами, первопроходцами. Они проводят экспансию во внешнем мире. Если интроверты постоянно страдают от своей неуверенности и инициативу не проявляют, поскольку боятся нарушить отношения или ухудшить отношения к себе самому, перейти кому-то дорогу, то экстраверты, наоборот, страдают от своей излишней инициативности и думают, как бы себя усмирить, потому что не дожидаются разрешения и втягиваются в ситуацию, когда их просят и не просят об этом. И складывается такое впечатление, будто бы они тянут на себя одеяло. А когда ничего не происходит, сами провоцируют события, тормошат окружающих. Сотрудничая с экстравертами, желательно с ними договариваться, чтобы у них была свобода в творчестве и проявление инициативы. Если же работа очень нормирована или у них второстепенные роли, не дают возможности улучшить работу, подавляют инициативу, то теряют интерес, и заставить себя что-либо сделать для них очень сложно. Упреки насчет того, что они сделали что-то по-своему, нарушили правила, то это минус начальству. Рано или поздно чаша терпения экстравертов переполнится, и они просто уйдут. Потому что если экстраверты чувствуют, что от них в работе ничего не зависит, они не могут себя в ней проявить свои качества как объекты, быстро теряют интерес. Могут отказаться, например, от предложенной должности и не переживают по этому поводу, даже если их попросили вышестоящие, друзья или коллеги. Николай Цискоридзе в своем интервью говорит так.
Мне хочется что-то делать, а сидеть просто так в кабинете мне не хочется, и я никогда не буду. Потому, когда мне последние 5 лет, а мне предлагали огромное количество действительно очень завидных постов, я ни на что не соглашался. Я согласился на ректорство только по одной причине. Во-первых, я понимаю, о чем идет речь. Во-вторых, я конкретно знаю, что я могу сделать и за что я буду бороться. На этом я заканчиваю основную часть моего видео про экстраверсию, а теперь давайте подытожим сказанное. Кто же такие экстраверты? Экстраверты любят ответственность, не боятся проявить личную инициативу, делают всегда больше, чем от них требуется и чем сами от себя ожидают. Склонны к активной позиции. Строят и изменяют отношения, но не поддерживают их. Терпеть не могут подстраиваться под отношения и обстоятельства. Не перевоспитывают других и сами не терпят, когда их пытаются перевоспитать или переделать. Уверены в своих качествах, не нуждаются в оценке со стороны, независимы от мнения окружающих. Не любят внимание к себе, наоборот, любят уделять внимание другим людям. Быстро раскрываются перед малознакомыми людьми, легко идут на контакт и адаптируются в новых обстоятельствах. Прямолинейны, говорят как есть, не боятся осуждения. Экстраверты – это прирожденные лидеры, эффективные в построении новых отношений и связей. На этом все. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и до новых встреч!